Продолжаем тему портостудий. И в этом ролике поговорим о Zoom R12. Как и в случае с Zoom R20, это обновленная линейка устройств для, я думаю, преимущественно полевой выездной какой-то записи. Рассмотрим управление, посмотрим органы коммутации, послушаем примеры звучания и, самое главное, обсудим варианты, в принципе, задач, где именно может такое устройство пригодиться. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Если объяснять все простыми словами, здесь мы имеем возможность работы с цифровой рабочей станцией, при этом без доступа к компьютеру. Например, весь сегодняшний ролик мы пишем напрямую в Zoom, используя SD-карточку маленькую. Смотрите, у нас есть несколько дорожек в устройстве, их всего 8. У нас есть 2 физических канала по входу, они выведены сзади устройства. И мы можем писать мультитрек, многодорожечную запись, используя, например, сначала 2 канала, что-то на них записав, перенеся каналы, на которые мы записываем, на другие, допустим, на 3-й, 4-й канал внутри цифровой рабочей станции, которая у нас здесь, и производя запись дальше. То есть таким образом, последовательно, мы с вами будем собирать, например, музыкальный трек, какую-нибудь демо-запись и так далее. Давайте поговорим обо всем по порядку, и я хочу начать все-таки с каналов, о которых уже зашла речь. Это комбинированные разъемы, как на первом, так и на втором входе. Оба канала оборудованы микрофоном-предусилителем, оба канала прекрасно работают с конденсаторными микрофонами, потому что есть фантомное питание. Стоит отметить, что лишь канал номер 1 у нас имеет инструментальный режим, и оба канала уже по классике могут работать и в линейном режиме, то есть выходы с синтезаторов, с электропианино, с каких-то внешних устройств типа микшерных пультов, стереосумму сюда спокойно мы с вами сможем забрать. Внутри у нас все достаточно интересно, потому что вот эти 8 каналов на запись, которыми мы с вами можем пользоваться внутри цифровой рабочей станции, которая живет здесь, мы можем с вами трансформировать. Они могут у нас иметь сразу 3 различные конфигурации. Во-первых, это аудиодорожка. На первом канале мы сейчас как раз-таки пользуемся этой конфигурацией. Я пишу свой голос прямо на дорожку номер 1. Кстати, видно, что она загорелась красным, единичка. Это значит, что канал активирован, и первый канал у нас привязан к первой дорожке здесь. Мы можем спокойно переносить различные каналы по входу физически на различные виртуальные вот эти наши дорожки в этой рабочей станции. С помощью специального окна можно назначать, куда у нас пойдет сигнал с входа номер 1 и куда у нас сигнал пойдет с входа номер 2, тоже достаточно удобно. Помимо всего прочего, есть конфигурация номер 2. Это барабанный канал. Здесь имеется вшитая такая барабанная установка с достаточно большим количеством барабанных лупов. Можно себе что-то подыграть, можно сделать, как, допустим, мы делали когда-то на Zoom R20. Мы под метроном, под клик записали музыкантов. В дальнейшем я просто это устройство взял к себе домой и спокойно за один вечер накидал из лупов, которые предложены в устройстве, барабанную секцию, и она прекрасно вписалась, потому что, я напомню, мы все писали под клик, под метроном, и у нас была полная синхронизация в этом плане. И еще одна конфигурация, в которую можно перевести любую дорожку, это пианино, пиано-ролл, MIDI, потому что здесь имеется вшитый синтезатор, который также можно использовать для работы, для разнообразия ваших мультитреков, вашей музыки, которую вы будете писать с помощью этого устройства. Если возвращаться к экрану, то он чувствителен к нажатию. Можно, допустим, из стандартного окна дорожек, которые у нас записываются, переходить вот в такой микшер и работать с ним. Кстати, очень интересно, если мы с вами обратим внимание, у каждого из 8 каналов есть свой собственный фейдер, они не моторизированы, и как здесь работает управление фейдером, если, допустим, мы сейчас работаем в одном проекте, но после этого перейдем в другой проект, а уровень фейдеров там был совершенно в другом месте. Тут все то же самое, что Zoom делает уже многое-многое время. То есть, смотрите, здесь на канале, давайте условно 3-й возьмем. Здесь есть фейдер, уровень фейдера, он более яркий, такой белый. И есть более темный фейдер. Канал не активен, то есть, что бы я вот здесь не делал фейдером сейчас, этот канал не будет меняться никак. Но как только фейдером я заезжаю за уровень, на котором этот канал у нас стоял до этого, смотрите, оп, я активирую фейдер, и уже теперь я им могу
управлять. Но такое решение для консолей, для небольших устройств, где не установлены моторизированные фейдеры. Если возвращаться, кстати, к цифровой рабочей станции, которая установлена здесь, я хочу заметить, что в целом все выстроено очень похоже даже на этапе запуска проекта. То есть мы можем создать проект либо пустой, либо выбрать уже предложенные темплейты, предложенные различные наброски под ваши задачи, а самое главное, под различные стили и звучание по жанрам. Мониторинг и как именно мы себя здесь будем слышать. Стоит упомянуть, что есть два способа выведения звука наружу. Это разъем для наушников, который так же, как и на R20 дан сзади. Я до сих пор не особо понимаю, зачем это делать. Возможно, для более красивого и приглаженного кабель-менеджмента, когда вы можете пропустить провод сзади, ну, допустим, рабочего стола, чтобы спереди у вас ничего не торчало. Но я точно не могу понять решение, которое было применено на том же самом R20, а именно регулировка усиления, которая была дана сзади, рядом с разъемом для наушников. Здесь в этом плане все намного лучше. Регулятор, который у нас будет отвечать за громкость, идущую на наушники, дан сверху. Да, стоит опять же отметить усилитель для наушников. Мне показалось, что он тут тиховатый. Ну и даже From Material Zoom рекомендует использовать свой собственный фирменный внешний усилитель для наушников, соответственно, собирая с нас дополнительную дань в виде денег. Учтите, если что-то высокоумное, возможно, вы не будете довольны тем уровнем, который вы будете получать у себя в мониторах. Второй способ подключения контроля — это громкий контроль. Стереовыход у нас также имеется, и здорово, что есть отдельная ручка, независимая от регулировки того, что у вас происходит на наушниках. Также мониторинг у нас будет регулироваться здесь. Тут мы можем переключать клик, как именно будет происходить маршрутизация. Мы можем регулировать баланс мониторинга. Это соотношение сразу двух сигналов. Соотношение сигнала прямого, то есть того, что у нас звучит на входах интерфейса, к сигналу, допустим, если вы подключились к компьютеру, к тому звуку, который у вас происходит на компьютере, потому что, да, это устройство может работать и в том числе как внешний аудиоинтерфейс, но до этого мы с вами еще доберемся. Остались еще эти ручки, их немного, такая, знаете, стандартная транспортная панель, есть включение-выключение метронома. Кстати, сейчас почему-то мы записываем с метрономом мой голос. Позвольте, я его отключу. Есть перемотка вперед-назад, остановка, воспроизведение и кнопка записи с индикаторами. Заметьте, запись, допустим, у нас сейчас активирована и индикатор горит. Два последних фейдера, если мы уже с вами переходим от основных каналов. Фейдер для регулировки эффектов. Можно подмешивать эффекты через специальный посыл. И фейдер мастера, с помощью которого мы можем с вами регулировать то, что у нас происходит на мастер-шине устройства. Как устройство питается? На протяжении всего сегодняшнего ролика мы питаем его по USB, подключив к ноутбуку. При этом, заметьте, запись у нас все равно идет на SD-карточку, установленную в устройстве. Мы используем ноутбук просто как внешний бесконечный Powerbank, так это назовем. В комплекте идет адаптер питания под USB, ну, такой стандартный, и провод USB Type-C на Type-A. Опять же, с помощью этого провода мы можем подключаться к компьютеру, с помощью этого провода мы можем подключаться к миниатюрным устройствам, но об этом попозже мы еще с вами обязательно поговорим. И с помощью вот этой пары устройств, вот этой пары провод и адаптер питания мы можем с вами заряжать Zoom, ну, вернее, держать его активным во время работы. Если по какой-то причине у вас нет доступа к розетке, здесь предусмотрен специальный отсек для батареек. То есть с помощью нескольких батареек мы можем спокойно отвязаться от розетки и поехать куда-то записываться, ну не знаю, возможно, на природу, в открытое поле. Вам ничего не мешает так поступить. Если мы работаем с компьютером, само собой разумеется, устройство получает все необходимое напряжение по USB-проводу, который подключен к компьютеру. Стоит отметить, что у Zoom есть отдельный, достаточно широкий пласт устройств, которые работают именно с голосом, которые созданы, ну, например, для записи подкаста, для стриминга. Ну, вот Zoom P8, к примеру. Здесь у нас все сугубо про музыку.
И я думаю, скорее именно про запись музыки, хотя стримить тоже с этого устройства вполне себе можно. И как раз-таки о записи музыки я хочу с вами немножко поговорить и обсудить способы записи, которые мы с вами получаем с этим устройством. Первый способ, то, что мы делаем сейчас с вами, это использование SD-карточек. Поддерживаются microSD-карточки объемом до 512 гигабайт. Думаю, такого размера хватит всем буквально с головой. Второй способ, более интересный, мы можем подключаться, как я уже сказал чуть ранее, как внешним аудиоинтерфейсом к какому-то устройству, ну, вот, например, к моему ноутбуку можно подключиться. Мы получаем 2 канала на вход и 2 канала на выход. Можно, допустим, стримить с помощью такого способа, собирать какой-то мастер и отправлять его на стриминг. Ну, конечно, вы здесь стеснены по каналам, учитывайте это, что у вас будет всего лишь 2 канала, которые вы сможете отправить на трансляцию. Максимальное качество записи, которое мы с вами можем получить на записи, это 24 бита на 44,1 килогерц. Да, значения какие-то маленькие, делаем зарубку, об этом обязательно еще на выводах мы с вами вспомним и поговорим более подробно. Про обработку стоит сказать, потому что здесь имеется достаточно много внутренней встроенной обработки. Это и трехполосный эквалайзер, которым мы можем пользоваться. Это и различная динамическая обработка. Компрессор, лимитер. Есть, кстати, гейт, что очень здорово. Можно использовать его у себя на записях. Также есть реверберация, которая реализована вот как раз-таки на этой ручке с помощью посылов. Есть обработка, ну, вернее, как эмуляция гитарного и басового усиления от Zoom Guitar Lab. Это достаточно уместно, учитывая наличие инструментального входа на устройстве. И очень здорово, что, во-первых, пресеты от Guitar Lab мы можем с вами перекидывать прямо с компьютера по USB-проводу. Есть специальный режим для подобной работы. И эти самые пресеты, эти самые звучания у нас будут работать в режиме реального времени. То есть, опять же, если вы стримите, если вы играете в режиме прямого эфира, звук обработанной гитары, звук обработанного баса, к примеру, будет слышен сразу же на стриме. Это просто замечательно. Ну и отдельно есть пресеты общие под эффекты, где можно, например, по вкусу менять, ну, например, расположение эффектов, как-то их перемешивать, перетасовывать друг с другом. Для R12 производитель предусмотрел специальное приложение, чтобы управлять этим устройством, при этом получая больший экран, ну, например, на iPad. Подключаться можно либо к iPad с Type-C соединением, либо к iPad с Lightning соединением, но для последних, конечно же, уже по негласной традиции нам с вами придется обзавестись специальными костылями-переходниками, чтобы это все как-то работало. И если переходить к иным подключениям, то это по стандарту Mac PC. Когда мы подключаемся к компьютеру, мы можем не только использовать это устройство как внешний аудиоинтерфейс, но и, например, как картридер для SD-карточек, чтобы карточку постоянно не вынимать туда-сюда, и как MIDI-контроллер. Когда вы открываете у себя полноразмерную рабочую станцию, вот эти самые фейдеры начинают у вас видеться, отображаться по стандартному Mackie протоколу. Можно их запрограммировать, можно с помощью них производить какое-то сведение у себя в рабочей станции и пользоваться кнопками, например, запрограммировав на них самые частые функции, к которым вы прибегаете наиболее часто в вашей работе. Ну и да, здесь же стоит упомянуть, если вы используете это устройство дома, если вы, допустим, занимаетесь написанием музыки, к USB-разъему сзади можно подключить и MIDI-клавиатуру, например, чтобы использовать ее вместе с синтезатором, который установлен внутри устройства. Поговорим о тестах, которые нас ждут впереди. Ну, прежде всего, мы послушаем гитару в инструментальном входе и послушаем динамический микрофон вместе со здешними предусилителями микрофонами. Кстати, забегу еще немножко вперед и скажу, что мне показалось здешнего усиления как-то маловато для динамического микрофона. Учтите это на будущее. Как будет проходить тест? Мы просто запишем сухой звук одного и второго исполнителя. Просто запишем звук гитары и звук вокала. Мы не будем ничего обрабатывать встроенными эффектами, мы не будем как-то угорать, как мы это делали на Zoom R20. Если вы не помните, то там прям был очень большой тест. Мы записывали 2 гитары различные, акустику и электрогитару. Мы записывали вокал, мы записывали несколько бэк-вокалов, раздвигали их по панораме влево-вправо, чтобы было более объемно, потому что тут, кстати, есть панорама для подобных целей. Поскольку мы записывались под метроном, я еще накидывал какие-то клавишные инструменты, я накидывал барабаны, которые были здесь. Поскольку сегодня
мы имеем с вами в руках устройство более простое, с меньшим количеством каналов, к примеру, то я подумал, ради разнообразия, давайте и запись сделаем более простую, но в этот раз все, что мы с вами запишем, мы обработаем не с помощью того, что есть здесь, а с помощью VST-плагинов уже в дальнейшем, после момента записи. Alright, everything it's alright. Seems you came along, and before you I had nowhere to run to, nothing to hold on to. I came so close to giving it up, and I wonder if you know how it feels to let you go. Say goodbye in the pouring rain, I break down as you walk away. Stay, stay, 'cause all my life I felt this way. I could never find a word to say. Stay, stay. Устройство довольно интересное, собрано очень хорошо. Мы это с оператором отметили. Действительно, ладно скроенная вещь, на которую приятно смотреть. И пластик, самое главное, пластик, который не морается, о боже мой. Но при этом здесь мы имеем ту же самую болячку, что и у Zoom R20. И это, наверное, чуть ли не единственный минус, с которым я могу как-то вот доколупаться. Это преобразователи. 24 бита на 44,1 на данный момент — это параметры, на мой взгляд, морально устаревшие. Они достаточно низкие, и было бы хоть 48, я бы вообще и слова не сказал. У меня к вам будет вопрос. Кстати, очень важный вопрос. Скажите, как вы считаете, насколько актуальны портостудии в наше время? Насколько они лучше, чем, например, пара ноутбук и какой-нибудь аудиоинтерфейс? Потому что эта штучка стоит внушительных денег. И на мой личный взгляд, и, кстати, оператор со мной тоже согласился, что вот подобные вещи, они, какие-то, знаете, не рудиментарные, но просто это то, что должно остаться уже в прошедшей эпохе. Это что-то из эпохи, когда вот мы с вами карандашиком мотали кассетки, вот оттуда как раз-таки портостудии на кассеты писались какие-то, если помните такие устройства. Вот. Сейчас все, конечно, с SD-карточками, но тем не менее, все равно мне почему-то кажется, что пара аудиоинтерфейс плюс планшет, если аудиоинтерфейс поддерживает запись на планшет, или аудиоинтерфейс плюс ноутбук и рабочая станция на ноутбуке, как-то будет намного сподручнее, и не настолько больше они будут занимать место, если мы уж с вами говорим о выездной записи. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Друзья, напоминаю, что все это время вы были на канале «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. И напоминаю, что штатно за мной вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас можете наблюдать у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Да. Продолжаем тему портостудий, и сегодня поговорим о Zoom R20. Как и в случае с Zoom R12. Да. Камеры идут. Да, я тоже иду. А ты куда идешь? К камерам.